Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом торта 3 стакана. Готовлю его без весов и без миксера из самых доступных продуктов. Можно сказать, что это торт на скорую руку. Шоколадные коржи влажные, сочные, пропитанные нежным сметанным кремом. Торт очень вкусный, и он нравится всем. Его можно подать и к праздничному столу, и к вечернему чаепитию. Сегодня для рецепта я все буду измерять в стаканах. У меня стакан 200 мл, небольшой, поэтому я буду готовить двойную порцию. Разбиваю в миску яйца. Я использую яйца небольшого размера, вес яйца со скорлупой 60 граммов. Если вы будете использовать крупные яйца, берите 2 штуки. Добавляю соль и всыпаю только 1 стакан сахара. Я уменьшила его количество, так как мне кажется, торт и так получается довольно сладким. Конечно, сахар корректируйте по вкусу. Хорошо перемешиваю все венчиком. Рецепт очень простой, даже не нужен миксер. Вливаю полстакана растительного масла без запаха. И добавляю 2 стакана густого кефира. В принципе, кефир можно использовать любой жирности. Хорошо перемешиваю. Кефир лучше использовать комнатной температуры, не холодный. В полученную массу просеиваю 2 стакана муки, 5 столовых ложек с горкой какао и также добавляю соду и разрыхлитель для теста. Немного все перемешиваю прямо в сите. Для рецепта я использую и соду, и разрыхлитель, так как тесто здесь довольно тяжелое, чтобы оно хорошо поднялось. Хорошо все перемешиваю венчиком. Очень часто многие делают такую ошибку, добавляют соду в кефир. Тогда сразу происходит реакция, и тесто не будет таким пышным. Соду добавляйте вместе с мукой, она погасится в тесте сама. В итоге получилось вот такое тесто по консистенции, как густая сметана. Выпекать корж я буду в разъемной форме, диаметр 22 см. Дно выстелила пергаментной бумагой. Я ничем не смазываю, так как у меня бумага хорошего качества. Выливаю тесто в форму, разравниваю и отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Корж я достала из духовки. Обязательно проверяем его готовность деревянной шпажкой. Специфика выпечки этого коржа в том, что он немного трескается. Тонким ножом пройдусь по краю формы. Оставляю корж остывать. Срезаю верхушку. Из нее я потом сделаю крошку для украшения. И разрезаю сам корж на 3 части. Тесто здесь получается такое влажное, сочное, оно не требует пропитки. Для приготовления крема мне понадобится в сметану добавляю вареную сгущенку. Сметану я использую жирную, 30%. Если у вас сметана очень жидкая, тогда рекомендую ее просто отвесить, чтобы стекла лишняя влага. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно добавить и ванильный сахар. И хорошо все перемешиваю обычным венчиком. Если хотите, конечно, можно воспользоваться миксером. Но я готовлю такой очень простой и быстрый торт. Без миксера. Получился вот такой замечательный крем. Очень вкусный. Я выложила на тарелку первый корж. И под корж подложила немного пергаментной бумаги, чтобы потом меньше было убирать. Выкладываю сверху крем, разравниваю. Выкладываю сверху второй корж, крем. Для последнего 3-го коржа я оставляю чуть больше крема, чтобы промазать и верх, и бока торта. Выкладываю последний 3-й корж и весь торт промазываю кремом. Обрезки коржа перекладываю в блендер. Делаю крошку. И обсыпаю ею верх и бока торта. Аккуратно достаю пергаментную бумагу. И вот такая красота получается.
Сейчас мой торт я отправлю в холодильник часа на 2-3, хотя он такой нежный, сочный, коржи такие влажные, что фактически он не требует пропитки. Вы можете буквально через час подавать его к столу. Торт получился очень нежный и вкусный. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!